Футбольная общественность в растерянности, люди все пытаются понять, с чем связан такой низкий зрительский охват матча Нидерланды-Англия. Что могло так повлиять? Дебаты Байдена и Трампа? Да вроде нет. Полуфиналы Уимблдона? Тоже вряд ли. Так почему же мир замер? Дело в том, что как раз в это время братва под руководством Ягише Меликяна летела на разборку с белорусами в Венгрию. А по прилету игра Пьюника получилась, мягко говоря, сдержанной, но иначе и быть не могло, учитывая потери и отсутствие тонуса. Если серьезно, то многие армянские болельщики левым глазом смотрели Динамо Минск-Пьюник, а правым Нидерланды-Англия, поэтому на следующий день нужна была корректировка зрения. Ноа Шкенде и Калев Урарту шли почти параллельно. У Ноа 15 потерь и 13 приобретений этим летом, а Урарту пришлось выпустить на поле 12 армян. Что из этого всего получилось, обсудим в этом видео. Салют, друзья! Наконец-то есть достойный повод для нашей встречи. После первых матчей квалификации Лиги Чемпионов и Лиги Конференций сразу у 3 армянских клубов шансы на проход больше 50%. Такое случается, увы, нечасто. Меня зовут Гарик Акопян, вы на канале В Бутсах, где мы обсуждаем и всячески подталкиваем армянский футбол к свету. Чтобы разжечь угольки, достаточно поставить лайк, подписаться и участвовать в обсуждениях, если вам есть что сказать. Вернемся к матчам. Среди футболистов, выступавших за армянские клубы в Еврокубках, лучшими бомбардирами являются Лука Юричич и Артак Дашчан, забившие по 6 голов. По разным причинам Пьюник был лишен их обоих. Артак теперь игрок НОА, а у Юричича серьезная травма. Чемпионат Беларуси сейчас в разгаре, а Динамо Минск в нем идет без поражений. В 15 турах у них 10 побед и 5 ничьих. При этом и состав вполне приличный, в целом стоит дороже, чем состав Пьюника. А их тренер перед матчем сказал, что они едут прессинговать, давить и выигрывать. Самая очевидная проблема минчан была в том, что им пришлось не ехать, а лететь в небольшой венгерский городок. Из-за санкций УЕФА номинально домашние матчи они проводят на нейтральном поле. Уже в самом начале Пьюник создал стопроцентный момент. Карбальо вывел Агдона 1 на 1, но португалец проиграл дуэль вратарю. После этого давление на ворота Пьюника только усиливалось. Мяч очень часто беспрепятственно летал и катился вдоль ворот Авагяна. Однажды спасла штанга и несколько раз сам Генри. Пьюник старался отвечать активностями Давидяна и Отубанджо, но забить так и не удалось. Как итог, 0-0. А самое красивое действие в матче на счету 17-летнего нападающего Трофима Мельниченко, который пяткой отрезал 4 защитников Пьюника и вывел партнера 1 на 1. Пьюник в целом выглядел разобранно, при том, что Ягише Меликян на пресс-конференции перед игрой сказал, что было достаточно времени подготовиться, изучить соперника, и, в общем, Пьюник к этой игре готов. И мне кажется, что готовились именно к такому рисунку игры, чтобы играть вторым номером, играть низким блоком, с быстрым выходом из обороны через фланги. Понятно, что было очень тяжело. Помимо потери Артака Дашчана и Ованеса Арутюняна, Пьюнику пришлось играть без Вагнера, Юричича и Михаила Коваленко. Это, мягко говоря, игроки основы. И вообще, вокруг этих 5 игроков можно построить новую команду, которая будет бороться за чемпионство в Армении. Учитывая такие весомые потери, ничью 0-0 и игру вторым номером можно было бы считать удачными, но было слишком много индивидуальных ошибок. Индивидуальные ошибки в защите, много брака при выходе из обороны и плохо работающие фланги. Хотя из атакующих игроков, наверное, можно выделить Давидяна. В защите Братков ошибался меньше, чем Бакуленко, и по этому принципу, наверное, его можно выделить тоже. Но я думаю, всем нам очевидно, что главный герой матча — это Генри Авагян. Его появление в составе стало сюрпризом не только для нас, но и для него самого, я думаю. Этот сюрприз он принял с честью и 5 сейвами. Думаю, что это игрок матча, безусловно. Как итог, удовлетворительный результат при неудовлетворительной игре. Но это тот случай, когда результат важнее. Трансферный рынок в Армении открыт еще 2 месяца, и Пьюнику просто необходим игрок, который будет помогать в созидании атак. Ну а подписали Артака Дашчана и Артема Аванесяна из сборной Армении, португальца Гонсало Силву, албанца Эралдо Чинари, его, кстати говоря, забрали из Шкендии, а еще Элдера Феррейру. 27-летний вингер перешел из кипрского Анартосиса. В прошлом сезоне он отметился 6 голами и 5 ассистами в 33 матчах. На Кипре Феррейра играл на одном фланге с Ованесом Амбартюмяном, которого мы все заждались в сборной. Он сейчас также в НОА и, кстати, провел добротный матч, даже сделал предголевую передачу руками. Главная потеря НОА — это, конечно, лучший бомбардир чемпионата и нападающий сборной Артур Миронян. Шкендия, в общем, этим и пугала, своим опытом и сыгранностью. У НОА 15 потерь в этом сезоне,
сезоне, а у соперника всего 6. Несмотря на это, с первых минут игры появилась какая-то приятная уверенность в игре армянской команды. Очень спокойный и рассудительный футбол с большим количеством коротких передач и упор на созидание. Игра прошла пусть и с небольшим, но преимуществом, но во всех компонентах. До 65-й минуты это были позиционные атаки армянской стороны и периодические контрвыпады северомакедонцев. Затем пошли замены от Руймоты, и ереванцы стали еще острее. На 81-й минуте Амбарцумян бросил аут на Мильковича, тот продолжил на дальнюю штангу, где как раз вышедший на замену Григорию вколотил мяч в ворота. А спустя еще 9 минут Милькович забил сам. Правда, начал праздновать чуть раньше времени, и Артаку Дашьяну пришлось приложиться, чтобы исключить недоразумение. Итог 2-0. Про расклады перед матчем Ноа-Шкендия я писал у себя в Телеграме, кто не подписан, подписывайтесь, там, помимо прочего, мои оперативные аудиореакции на события и авторские посты. Сейчас главная опасность не перехвалить Ноа. Очевидно, что упущенное прошлогоднее чемпионство великолепно зарядило всю команду, весь клуб, и они проделали плодотворную работу, и теперь она уже приносит результаты, а главное, она продолжается. В команде 13 новых игроков и новый тренер, и это не помешало им выглядеть так складно и так систематизированно в игре против такого опытного соперника, как Шкендия. Но и перед матчем все сделали правильно. Отдельное спасибо за атмосферу на стадионе в Абовяне. Вот у нас перед глазами два других примера, да, выездные матчи Урарту и Пьюника, и мы видели атмосферу на тех стадионах и то, что удалось Ноа. А именно, за счет чего это удалось? Понятно, бесплатные билеты, бесплатный трансфер из Еревана, красивая реклама. Все это можно описать проще. Это просто правильное и теплое отношение к своим болельщикам. За это респект. Нужно, наверное, и тренера похвалить, потому что его замены сработали, и благодаря им во многом. Но удалось победить. Но, знаете, придержать таких качественных футболистов и выпустить их после 65-й минуты — это всегда отличная идея. Артака Дашьяна на таком уровне можно выпускать на любой минуте, и это будет усиление. То есть эта вещь довольно очевидная, но то, что он их придержал, не знаю, насколько это план. Мне кажется, что тренер пока только знакомится со своими игроками. Из новичков больше всех понравился Феррейра, очень яркое впечатление, от его и ожидания были довольно высокие, я думаю, что он их оправдал. По Сангаре пока, наверное, говорить рано, я бы подождал и посмотрел еще следующую игру, если у него будет достаточно игрового времени, как он проявит себя там. А вот албанец Чинари, наверное, вызвал самые смешанные эмоции. С одной стороны, он довольно много ошибался, много брака, но с другой стороны, в плане таланта и фактурности ему тоже не откажешь. То есть, наверное, тоже нужно ждать, пока он раскроется. Но конкретно в этом матче он, как по мне, сыграл хуже других игроков атаки. Ну а в целом так держать самый португальский армянский клуб. Урарту поехал в Эстонию без 6 своих футболистов, так как эстонцы не выдают визу обладателям российских паспортов. Безусловно, это серьезная потеря, но на бумаге наши все равно значительно сильнее эстонцев, которые идут с разницей минус 15 мячей во внутреннем чемпионате. По игре Урарту слишком много позволял сопернику в атаке. Пропустили обидный гол со стандарта на 11-й минуте, затем сравняли и даже вырвали победу усилиями Эдгара Мовсисяна. Урарту владели мячом 68% времени и 13 раз пробили в створ. Волевая победа 1-2 — отличное подспорье перед ответной игрой. По поводу невыданных виз российским игрокам, я думаю, вы разберетесь и без меня. Насколько радикальные эстонцы, насколько Урарту должны были к этому быть готовы, администрацию, руководство. Главное, что в результате мы увидели на поле 12 армян, включая тех, кто вышел на замены, и воспитанника Барселоны. И знаете, наличие на поле такого количества армян и создало такие до боли знакомые нам всем симптомы. Первый симптом — это, конечно, пропущенный на 11-й минуте мяч со стандарта, где наши защитники почему-то не удержались на ногах. Второй симптом — это игра без центра поля, то есть защита-атака, атака-защита, забросы вперед, все побежали вперед, потом все побежали назад, некие такие элементы дворового футбола. И третий симптом, наверное, самый обидный, это отсутствие акцента у чужих ворот. То есть даже если соперник проваливается и легко доходит до чужой штрафной, не хватает решающего действия. Там будто застревают, как в болоте, и это касается далеко не только Урарту, все наши молодежные сборные всех возрастов, женская сборная, и, к сожалению, иногда и главная сборная, будто не хватает класса впереди, не хватает вот этого классного решающего действия. Я просто обязан отметить Эдгара Мовсисяна, он только перебрался из Ноа в Урарту, и вот сразу такой важный дубль. Думаю, учитывая все обстоятельства, мы можем похвалить Урарту и за результат, и за игру. В Ереване должно быть проще, поэтому мы будем ждать нового качества.
Подытожим, 1 ничья и 2 победы, в общем-то, хороший задел перед ответными играми. Полет, в общем, нормальный, не стоит зазнаваться, конечно, но место для осторожного оптимизма все-таки имеется. Спасибо всем, кто не забывает ставить лайки, кто подписывается на наш канал. Не забывайте также подписывайтесь на Telegram, болейте за своих и оставайтесь в бутсах. До встречи!